Ребята, всем привет! Сегодня мы затронем очень тяжелую тему, на которую я снимала уже много видео, но так как вам нравится стендап, давайте мы еще раз эту тему с вами обмусолим. Дело в том, что важно понимать, что техника пианиста – это не цель, а средство достижения художественного результата в произведениях, и нельзя допускать, чтобы работа над техникой сводилась к механическому проигрыванию. Механичности как таковой, в принципе. Важно иметь непрерывный слуховой контроль. Рост технической эрудиции пианиста, он прямо пропорционален освоению разнопланового репертуара. Абсолютно схожих фактур в произведениях не существует. Как не существует каких-то универсальных игровых движений и аппликатур. Слышали, да, что я сказала? Те, кто постоянно у меня спрашивает о подходящей аппликатуре для всего. Невозможно это, невозможно. Не пытайтесь найти один принцип, его просто не существует. В каждом произведении наряду с уже знакомыми и освоенными видами изложения содержатся совершенно разные, требующие особого подхода. Я своим онлайн-ученикам постоянно об этом говорю, что то, что вы сейчас играете, те технические фишки, над которыми вы работаете, сейчас с вероятностью 80% больше не повторятся. Но набивая руку такими вот приемами, вы только обогащаете свой технический багаж. Хотя он с вами не то что не вечен, он вообще мгновенно утекает из рук, если вы его не поддерживаете, допустим, уже дней через 10-20. Такие пианистические качества, как беглость, ловкость, точность движений, имеют ценность лишь в том случае, если исполнитель ясно слышит и понимает смысл изучаемого произведения. Поэтому для того, чтобы играть с головой, нужно при работе над техникой ликвидировать все, что приводит вас к механичности. Надо с самого начала воспитывать в себе привычку вслушиваться в звучащую ткань произведения, уметь не только слушать, но и слышать воспроизводимые вами звуки как бы со стороны. Ведь трудно добиться успеха в технической работе при общей музыкальной, знаете, инертности. Когда вы слышите, но не слушаете. Для технического роста исполнителя важно развивать также и культуру интонирования. Естественная фразировка, она помогает преодолению трудностей как раз вот через саму музыку. Тогда как полное отсутствие интонирования влечет за собой неточные физиологические движения, и такое искажение рисунка мелодии приводит к техническим помехам, недочетам, спотыканию и так далее. Техническая работа базируется на многократном повторении отдельных фрагментов произведения, и поэтому важно правильно фразировать то, что играется по многу раз, то есть в момент работы. Да? Искажение рисунка общего да, мелодии ведет к тому, что пальцы играющего буквально запутываются в пассажах. Вы наверняка с таким сталкивались, понимаете, о чем я. И пусть будет быстро как бы сыграно, да, но вот этот эффект каши какой-то, он останется. Поехали дальше. Игровой аппарат пианиста следует развивать так, чтобы он был в полном контакте с постоянно растущими техническими задачами. О какой-либо зажатости и так далее и тому подобное речи быть не может. Если это у вас есть, то нужно заниматься не вашими художественными задачами, а как раз вашими физиологическими задачами и проблемами. Важный тезис. Острота слухового внимания пианиста находится в прямой зависимости от общей собранности вашей. Когда играем, мы не думаем, знаете, там о каше на плите или о зимней резине, которую надо срочно купить и так далее. Мы все выбрасываем из головы. Для технического роста необходимо добиваться точно выверенных и рациональных игровых движений и ощущений, различные излишние махания руками, кистями и тому подобное. Лично я против. Хотя прекрасно знаю, что некоторые направления академической педагогики это практикуют, да и на YouTube пианист считается пианистом, если ручки его порхают где надо и где не надо, в принципе. Это считается красиво и модно,
Да и для визуальной картинки вроде бы эстетично. Ну и я лично за экономию двигательной энергии в угоду рациональности. Видимо, во мне говорит джазовая жилка. Короче говоря, я о том, что если пианист делает лишние движения при многократных повторах, он усвоит и закрепит именно эти ненужные движения, которые отнимают время и энергию, по моему мнению. Точная выверенность из раза в раз должна концентрироваться в следующих ощущениях ваших. Это ощущение кончика пальца, ну, не подушечки, а вот этого места, да? Ощущение силы, скорости и продолжительности взаимодействия кончика пальца с инструментом до миллисекунды. Вот лично я так работаю и это культивирую в себе. Далее, про выносливость. Выносливость – это такая способность исполнителя длительно выполнять работу без снижения уровня ее интенсивности и качества. Роль выносливости обычно недооценивают и поэтому не уделяют такого должного внимания формированию этого качества. Но нагрузки на исполнительский аппарат музыкантов могут быть достаточно высоки. Чем сложнее материал, тем большая выносливость необходима. Да? Приведу пример. Допустим, концертная программа, на которой я сейчас работаю уже 2 года, как состоит из 3 сетов по 30 минут каждый. Это если не считать перерывов между композициями, так с перерывами 40 минут где-то один сет. И за вечер я должна, получается, выдать 3 сета, значит 90 минут чистой музыки без перерыва и получается 120 минут с перерывами. При этом работают не просто руки, а голова, корпус, ноги. Да? Сказать честно, уже к концу 2-го сета я вся мокрая, так как физически это уже просто тяжело. 3-й сет с самыми сложными произведениями из программы, и для того, чтобы выдержать его, я наращиваю выносливость уже полгода как. Что могу еще сказать? Могу еще один пример вам привести, который был дан в книге Цагарелли «Психология музыкальной исполнительской деятельности», по-моему, называется. Он подсчитал, что Антон Рубинштейн в одном из концертов сыграл 62 900 нот и выполнил работу, равную 94 центнерам. По данным из этой же книги, у пианиста, исполняющего тарантеллу Моцарта, в сравнении с обычным физическим состоянием почти в 1,5 раза увеличивается частота сердечных сокращений и вдвое частота дыхания.
И о том, что физическая выносливость необходима, заметили уже давно. Так фортепианный педагог Самарий Ильич Савшинский в свое время это тоже заметил и комментировал это так, ну не дословно, я вам сейчас процитирую, что утомление от игры на фортепиано мы ощущаем как изнеможение. При этом фантазия ваша отказывает, внимание ваше рассеивается, память у вас начинает плохо работать, руки двигаются с трудом и требуют как бы кнута со стороны воли или какие-то, не знаю, сверхэмоции, чтобы это преодолеть. Утрачивается непринужденность и даже точность движений ваших. Я себе, допустим, это позволить не могу, мне нужно держать под контролем каждую из моих композиций, а на данный момент их у меня 16. Но, знаете, усталость исполнителя зависит еще и от его нервной системы, поэтому при равно высоких нагрузках исполнители со слабой нервной системой, они выдыхаются быстрее, чем музыканты с сильной нервной системой. При длительной работе, независимо от ее характера, там, я не знаю, динамическая на сцене или какая-то статическая при изучении произведения дома за инструментом, здесь вот большую роль играет как раз терпеливость. Это вот как раз способность поддерживать нужную интенсивность работы с помощью вашего волевого усилия. Еще момент. Есть люди, которые приписывают технику музыкантам, которые сильны физически. Так о Ван Клиберне говорили, что, мол, он имел такие сильные руки, что больше ему ничего делать не нужно было. Ему был подвластен, мол, любой вид техники. Да, на самом деле сила, мощность зависят от прилагаемого мышечного усилия. Так вот, допустим, недостаточная сила мышц, она влечет за собой, знаете, такую грязную ошибку, как недожатие клавиш. К примеру, от этого могут быть такие проблемы, как, допустим, неровное звучание пассажей, как взятие аккордов с непреднамеренным пропуском тонов и подобные вот такие неприятные детские болячки. Но психологические механизмы качества силы связаны с регуляцией напряжения самих мышц в разнообразных режимах работы, а их у нас с вами два. Это изометрический режим и миометрический режим. В чем их разница? Изометрический режим – это такой статичный режим работы мышц без изменения ее длины. Этот режим преобладает при удержании музыкантом позы за инструментом или самого инструмента, ну, допустим, там, я не знаю, фагота, к примеру. Миометрический режим – это режим, характерный для динамической работы, при котором мышца сокращается, а ее напряжение не изменяется. Этот режим, получается, соответствует движениям рук за инструментом. То есть мы вот, понимаете, да, каким пользуемся в итоге. Другими словами, следует различать общую силу человека и силу отдельной мышцы. Давайте еще другими словами, еще подробнее. Общая сила человека зависит не только от силы мышц, но и, конечно же, от массы тела человека. Чем больше массы, тем легче музыканту удерживать музыкальный инструмент, да, допустим. А вот сила мышц руки зависит не от веса и общей массы человека, а от самой работы мышц. А эту работу можно уже подкорректировать, получается, путем упражнений. Вот эту вот силу определенных групп мышц можно постепенно развить. Я сейчас о тех упражнениях на выносливость, плейлист с которыми, допустим, есть и на моем канале, вот здесь вот ссылочку оставлю. Кто-то вообще не играет эти упражнения, кому-то они не нужны, потому что не нужно поддерживать крепкую форму для виртуозной программы. Мне, например, они жизненно необходимы, потому что ровность звука каждого пальца, дисциплинированность и управляемость звуком дают мне только такие упражнения.
знаете, нас везде подстерегают преграды. К чему я? Эмоциональное возбуждение на сцене, к примеру, увеличивает силу мышечных групп руки, но при этом это возбуждение ухудшает их способность регулировать силу движения. То есть делать прилагаемые к инструменту усилия большими или меньшими. Вы уже как бы хуже управляете уже на сцене этим. Поэтому лучше не доверять рукам, не поддаваться провокациям со стороны нервной системы, а держать все под контролем, стараться держать хотя бы все под контролем холодным разумом. Для этого возвращаемся на несколько пунктов назад, где я говорила о том, что терпеливость, дисциплинированность, оторванность от реальности при игре и удержание этого состояния при помощи волевого усилия – это ключевой фактор, это капец как важно. Для того, чтобы играть быстро, но с головой, каждый день вам нужно уделять внимание каждому повороту в тексте, которого вы побаиваетесь и стараетесь как-то пролететь быстрее. В самый ответственный момент вы, знаете, именно там и споткнетесь. Либо раньше, когда будете подходить к этому месту, либо позже, если вы его прошли и вдруг и расслабились. Нервы просто не выдержат, и вы облажаетесь. Короче говоря, не должно быть мест, которых вы боитесь. Важно добиться мышечного комфорта движений, спокойного такого непрерывного слежения за вашими действиями при чувстве музыкальной целостности и завершенности. Как бы легко сказать, конечно, но тем не менее. Советуется прослушивать несколько записей великих исполнителей и попробовать сравнивать их подачу произведения со своей. Прослушивание произведения в хорошем исполнении, а еще лучше в разных интерпретациях, даст вам возможность лучше проникнуть в образный мир произведения, запомнить его художественные особенности в разных интерпретациях. Конечно, сходу справиться со всеми задачами вам может быть сложно и невозможно, но тем не менее вы хотя бы будете знать всю палитру, из чего выбирать. Пальцы становятся послушны воле исполнителя и становятся такой консистенции в кавычках, то есть какими? Мягкими, острыми, жесткими, податливыми и так далее. Какие вам необходимы, лишь при обостренном слухе. Это из основных трудностей. То есть постоянная дисциплинированность – это обязательная при плодотворной работе над вашей филигранной техникой. Если вы, как та самая крошечка-хаврошечка, в одно ухо у вас влетело, во второе вылетело, то, знаете, перевоспитывайте себя. Дальше. Если вы можете выученное произведение исполнить в воздухе, к примеру, прям вот так вот, или на столе, но при этом с включением своего внутреннего слуха и с полным контролем, то есть показ характера, вживание в образ, точность скачков, я имею в виду пространственная точность, точность даже штрихов, например, то я вас поздравляю, потому что для конкретного произведения у вас уже работает память на художественные движения. А эта память многосоставная, я про нее тоже рассказывала, ссылочка будет вот здесь. Еще момент. Память на художественные движения – это не просто двигательная память. В чем разница? Сейчас вам докажу. Двигательная память – это такая разновидность образной памяти, такой же, как зрительная, слуховая, тактильная,
Она связана с запоминанием движений своего двигательного аппарата, допустим, там, мышц, связок, сухожилий, суставов. И, знаете, по сути, все на этом. Показателем хорошей двигательной памяти музыканта является вот виртуозное владение различными техническими приемами для конкретного музыкального инструмента. В роли основных технических формул, с которыми работает двигательная память, в которую могут быть сведены все возможные виды техники, выступают такие мелкие операции рук, как, например, способы нажатия пальцем на клавишу, способы подкладывания пальцев, способы движения локтя, способы движения кисти при взятии аккордов и так далее. Но память на художественные движения занимает более высокую иерархическую ступень, чем просто двигательные действия, да, операции двигательной памяти. Почему? Потому что любая гамма, хранящаяся в памяти исполнителя в виде какой-то технической заготовки, художественным материалом как таковым оно не будет являться. Для того, чтобы ее образ органично вписался в художественную ткань произведения, надо помнить, что гамма – это просто заготовка. В этом случае она должна быть исполнена с учетом неповторимых особенностей данного конкретного произведения, да, данного характера. Только тогда она будет гармонична в этом контексте. В результате люди, если это не понимают, запоминают произведение примерно так. Так, тут был арпеджированный кусочек. Так, как я играю арпеджио? Ага, вот так вот играю арпеджио. Далее аккорд был. Бдыщ, да? Потом верхний тетрахорд, там, га, ми, фа мажор. О, звучит как до мажор. Так, опять арпеджио. А в левой я там зафигачу педаль, допустим, на это место для сочности. Вот, ну понимаете, да? И что в итоге? Получается неосмысленное, какое-то рваное на кусочки исполнения, и художественного и познавательного роста не будет. Таким образом, память на художественные движения все же занимает в структуре двигательной памяти исполнителя более высокое положение, чем просто память на операции, да, на какой-то пакет технических приемов, ну, другими словами. Есть еще более высокая иерархическая ступень памяти – это память на общую исполнительскую деятельность, под которой мы понимаем память на состав и последовательность общих исполнительских действий. На этом этапе мы уже ищем смысл в нотах, видим некоторые черты уже по-своему, а значит, можем и замысел произведения по-своему увидеть. На этом этапе уже пришло время интерпретации, как осмысленному сотворчеству исполнителя и композитора. Но об интерпретации я уже рассказывала, ссылочка будет вот здесь вот. То есть к чему я? К тому, что тема технического совершенства пианиста, она очень сложная. Прокрутить вот это все в голове, а самое главное, вникнуть в каждое слово. Поэтому суть может быть даже до конца и неясна, непонятна. Успешное овладение системой художественных движений зависит от скорости и скоординированности процессов, берущих начало в центральной нервной системе. Там вы получаете как раз своеобразный приказ, и эти процессы реализуются уже в виде выполнения этого приказа вот, какими-то органами. Да? В нашем случае это движениями тела, рук, пальцев и так далее. Но есть одно но. Скорость и точность выполнения, ее называют еще скоростью нейронных связей, она исключительно индивидуальна. Индивидуально и вообще закладывается в утробе матери в виде задатка. Как бы вот и приехали. Этим и объясняется то, что у некоторых просто больше потенциала, вот и все. Короче говоря, на все вышесказанное при желании, конечно же, можно поспособствовать. Скорость и степень развития будет зависеть как от педагогических усилий, так и от усилий самого пианиста. И тем не менее, природу не обмануть. И так как задаток памяти на координационные способности определен природой,
то очень трудно задать границы этого задатка. И за пределы своих мозговых возможностей человек, скорее всего, просто не выйдет. Вообще большинство пианистов, точнее не то что пианистов, вообще профессионалов мирового уровня, это пианисты, шахматисты, спортсмены, писатели, они работают от 2 до 4 часов в день, но с головой, оттачивая только необходимое, а не просто, знаете, гоняя то, что и так получается. Музыкальная профессия, она одна из самых честных. Здесь профессионализм невозможно как-то подделать, одолжить, украсть или купить. Но все равно многое зависит также и от слушателя. Удивление от техники пианиста на сцене всегда будет большим, если публика осознает степень сложности, с которой справился исполнитель. То есть зритель должен быть подготовленным. Да? Так, допустим, Ференц Лист производил столь сильное впечатление именно на дам его круга, да? Потому что они зачастую немного играли на фортепиано и хотя бы примерно, но понимали уровень сложности исполняемых им произведений. Но такой зритель бывает очень редок. Таких дам и господ сейчас вообще в разы меньше. И, как говорил Метнер, фортепианная игра одним своим концом упирается в цирк. Вот и все. Давайте на этом сегодня закончим. Спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях. Если у вас есть какие-то интересные мнения по этому поводу, тоже, пожалуйста, в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока!